Мир полон загадок и тайн, некоторые из них были разгаданы, но есть и такие, разумное объяснение которым до сих пор не найдено. Всем привет, вы на канале «Хочу знать все», и мы представляем вашему вниманию топ из 10 неразгаданных тайн мира. Поехали! Ди.Би. Купер – псевдоним неизвестного преступника, который 24 ноября 1971 года захватил самолет Boeing 727, на борту которого находилось 42 пассажира, летевшие из Портленда в Сиэтл. После получения $200 тысяч выкупа он выпустил пассажиров, заставил пилота взлететь и выпрыгнул с парашютом. Несмотря на обширное расследование ФБР, так и не удалось получить какой-либо информации о местонахождении преступника, его настоящем имени и дальнейшей судьбе. Из полученного выкупа нашли только $5800 на берегу реки в штате Вашингтон. Существует несколько теорий относительно обстоятельств преступления и дальнейшей судьбы Ди.Би. Купера. По мнению ФБР, Купер после прыжка погиб, однако никаких вещественных доказательств, подтверждающих эту теорию, не было найдено. Данный террористический акт остается единственным нерешимым случаем воздушного пиратства в американской истории авиации. Дело Таманшут. Дело Таманшут не раскрытое уголовное дело об убийстве неизвестного мужчины, найденного мертвым 1 декабря 1948 года на пляже Саммертон в городе Аделаида, Австралия. На теле погибшего не было каких-либо видимых ран. Кроме того, вскрытие показало, что до смерти он был абсолютно здоровым. В карманах мужчины нашли билет на автобус, жевательную резинку, сигареты, монеты, спички и несколько других вещей. Самый большой резонанс вызвал обнаруженный при нем клочок бумаги, вырванный из экземпляра очень редкого издания Амара Хаяма, на котором было написано всего два слова «Таман Шут». Следствию до сих пор так и не удалось установить личность погибшего, не точно определить способ его умерщвления. Атлантида. Одной из неразгаданных тайн мира считается Атлантида. Легендарный остров, цивилизация, архипелаг или даже континент, существование и местоположение которого не определены. Затерянный город стал известен благодаря упоминаниям и комментариям древнегреческих историков Геродота, Посейдония, Страбона, Диодора Силицийского, Прокла. Согласно записям философа Платона, Атлантида находилась на западе от Геркулесовых столбов, напротив гор Атланта, и была в один день поглощена морем. Вероятно, землетрясение или цунами. Однако большинство современных историков считают, что Атлантида – типичный философский миф. Рукопись Войнича – таинственная, нерасшифрованная книга, написанная в 15 веке неизвестным автором на неизвестном языке с использованием неизвестного алфавита. Толщина книги 5 сантиметров. В ней около 240 страниц размером 16 на 2 и 23 на 5 сантиметров. За время своего существования рукопись интенсивно изучалась многими профессиональными криптографами, в том числе признанными во всем мире, и никому из них не удалось расшифровать ни единого слова. Существует теория, что эта книга просто набор бессмысленных, случайных символов, не имеющих никакого смысла. Но есть и те, что считают, что рукопись является зашифрованным посланием. Сигнал Вау. На 6-м месте в рейтинге неразгаданных тайн мира находится сигнал Вау. Сильный узкополосный космический радиосигнал, зафиксированный доктором Джерри Эймоном 15 августа 1977 года во время работы на радиотелескопе «Большое ухо» в университете штата Огайо. Аномалия продолжалась 72 секунды и больше не повторялась. Существует множество версий, объясняющих происхождение сигнала. Наиболее интересной из них является теория, что сигнал был отправлен с инопланетного звездолета, который перемещался. Таосский гул. Таосский гул – неразгаданное аномальное звуковое явление, доносящееся из пустыни, близ города Таос, штат Нью-Мексико, США. Звук похож на движение тяжелой техники по магистрали, хотя никаких крупных дорог в районе городка нет. Интересно, что слышат его только местные жители и крайне редко приезжие. Ученым, исследовавшим его, найти источник гула не удалось. Подобные явления известны с начала 60-х годов 20 века и наблюдались практически по всему миру, но чаще всего его слышат в Северной Америке, Европе и Австралии. Иногда шумы сопровождаются другими звуками, шипением, свистом и так далее. При длительном прослушивании могут вызвать головные боли, головокружение, тошноту, расстройство желудка и другие неприятные ощущения.
Лохнесское чудовище. Лохнесское чудовище – таинственное животное или группа животных, якобы живущих в таинственном шотландском озере Лох-Несс, глубина которого местами достигает 250 метров. Многочисленные свидетельства очевидцев описывают это загадочное существо как животное 40 футов длиной, с 4 плавниками и длинной шеей с маленькими бугорками, которая время от времени появляется на поверхности озера. Существует несколько теорий, объясняющих природу предполагаемого животного. Одна из них гласит, что лохнесское чудовище – не что иное, как доживший до наших дней плезиозавр. Сегодня его существование ученые не могут ни подтвердить, ни опровергнуть. Амелия Эрхарт. Амелия Мэри Эрхарт – американский пилот, журналист и поэт. Первая женщина-пилот, которая в 1932 году перелетела Атлантический океан. В 1937 году при попытке совершить кругосветный полет Амелия пропала без вести в центральной части Тихого океана в районе острова Хауэнд. Несмотря на немедленно организованную поисково-спасательную операцию, на которую правительство США потратило около 4 миллионов долларов, самая дорогая и масштабная операция в истории американского флота. Никаких следов ни самолета, ни пилота не были обнаружены. Поиски знаменитой женщины-пилота продолжаются и сегодня. Однако тайна исчезновения Амелии Эрхарт, ее штурмана и самолета остается до сих пор неразгаданной. Джек-потрошитель – прозвище неизвестного серийного убийцы или убийц, действовавшего в районе Лондона Уайтчапель во второй половине 1888 года. Его жертвами становились проститутки из бедных кварталов, в основном среднего возраста, которым убийца перерезал горло перед тем, как вскрыть брошенную полость. Вырезание некоторых органов из тел жертв объяснялось предположением, что убийца имел определенные знания по анатомии или хирургии. Однако все имена, точное количество жертв, а также личность Джека-потрошителя до сих пор остаются загадкой. Бермудский треугольник. Первое место в списке неразгаданных тайн мира занимает Бермудский треугольник. Географический район площадью 4000 квадратных километров в Атлантическом океане. Считается местом многих необъяснимых исчезновений кораблей, яхт и самолетов. Чтобы объяснить таинственные аварии, большинство выдвигают различные гипотезы от необычных погодных явлений, магнитных аномалий, гигантских блуждающих волн, до похищений инопланетянами или жителями Атлантиды. Наиболее известным случаем, связанным с Бермудским треугольником, является исчезновение 5 бомбардировщиков-торпедоносцев типа «Эвенджер». Эти самолеты 5 декабря 1945 года взлетели с базы военно-морских сил США Форт Лодердейла и назад не вернулись. Их обломки так и не были найдены. А на сегодня все. Если вам понравилось это видео, ставим лайки и подписываемся на канал. И кто знает, сколько еще неразгаданных тайн существует на планете. На этом все.